Мяу, выпустите меня! И у нее оторвалась голова. Эй, что ты делаешь? Ты читаешь мой дневник? О, нет! Всем привет, котики! С вами снова я, Бига. Сегодня будет обзор на крип-продукцию Торалей Страйп. Дерзкая киска вернулась в школу монстров. И это не третье поколение, а перевыпуск ее первой базовой версии, которая вышла в далеком 2011 году, 14 лет назад. В детстве я верил, что Торалей снято с производства навсегда. Какой ужас! И я очень мечтал заполучить ее в свою коллекцию, именно базовую версию. И однажды мне повезло, я договорился на обмен, отдал Хаулин Дэнс Класс и получил свою заветную Торочку. Это Торалей. Спасибо огромное тебе, Риночка. Тогда цена на нее росла, и мало кто из коллекционеров мог позволить себе эту куклу. И вот в 2025 году нас обрадовали третьей волной Boo Original Reproduction. В нее вошли Торалей Страйп, Оперетта, близняшки Персифона и Мелодия, а вот Неферу Данил, которую тоже планировали включить, в итоге отменили или перенесли релиз. Коробка Торалей очень напоминает коробку базовой Гулии, потому что у нее тоже были красно-белые полоски. И как вы помните, первая Торалей продавалась в коробке совершенно другого типа, но конвертик это определенно плюс вайб. В правом верхнем углу есть сквозной логотип Торалей, это мордочка кошечки. Сбоку привычная нам надпись Monster High и надпись Freaky Just Got Fabulous. Это их официальный слоган, и он означает «быть странным, теперь модно». На коробке моей лагуны из крип-продукции такой надписи не было. Внизу на красной кассете есть дата 29 октября. В этот день в США празднуется National Cat Day, Национальный день кошек, учрежденный в 2005 году Колин Пейдж для привлечения внимания к проблеме бездомных кошек. А как мы помним из биографии Торалей, она у нас бездомная кошечка, которую приютила школа монстров. Буду считать, что это да. Рядом с кассетой имя Торалей без фамилии Страйп, ее символ и упоминание то, что она дочка кошки-оборотня. Снизу логотип Mattel. Спасибо им за такой годный перевыпуск. Кстати, коробочка в форме гробика и ее обрамляют красные цепи. Сбоку надпись Monster High и ее каноничный арт в дерзкой позе. А внизу игривый котенок Sweet Fangs и герб школы монстров. Перевернем коробку, и тут как раз таки мы можем заметить, что на черно-белом фоне заметны символы персонажей, которые вошли в третью волну крип-продукции. Здесь я даже заметил символ Неферы. Странно, может она все-таки выйдет? Рядышком с артом в полный рост отрывок из анкеты. Возраст 15, но я все еще на первой из своих 9 кошачьих жизней. Питомец сладкие клыки, она гораздо ласковее, чем я. Любимая еда – молочные коктейли и анчоусы, но не все вместе, а по отдельности, а то получится... Лучшие подруги, конечно же, Персифона и Мелодия. Сверху есть цитата персонажа, и это гласит: «Лишь потому, что у нас есть 9 жизней, не нужно спешить прожить эту одну». Коробка датирована 2024 годом, и хочу отметить, что она сделана из очень простого картона. И в целом кукла такая легкая. Давайте наконец-то приступим к распаковке. Мяу, выпустите меня! Спокойней, киска, сейчас тебя распакуют. Выпускаем киску. Ура! Кукла стоит на красно-черном фоне, с цепями, звездочками. Есть картонные вставки с надписью Boo Original Reproduction, а здесь закреплен питомец. У нее гнется хвостик, как у самой первой базовой. Как круто! Будем откреплять? Мяу, всем привет! Котятки, я валяюсь или шо? Просто замурчательная кошечка, я в восторге от новой Торалей. И еще у нее очень хорошие шарниры. Красотка нереальная, чувствую, что затмит мою первую Торочку. Mattel был бы не Мателлом, если бы не накосячил с печатью. И у моей Торочки попала краска от перчатки на пальчик. И вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем мне 2 Торалей? Дело в том, что у моей самой первой Торы сломался шейный шарнир, когда я снимал обзор на Торалей 3-го поколения. Она несколько раз упала со стеллажа, и у нее оторвалась голова.
Я, конечно же, заклеил ей шею, но теперь у нее не поворачивается голова в разные стороны. И прическа не такая свежая. Да и эту куклу, как я уже рассказывал, я получил со вторых рук по обмену. Поэтому очень было приятно распаковывать Торалей базовую. Вот она моя родненькая, свежая, новая. И отличие уже не на лицо, а на мордочку, потому что скинтон у нее более оранжевый. Торалей немного загорела. Те, кто не разбираются, наверное, не отличат, где 2011 год, а где 2025. Кошечки-близняшки. На обложке дневника культовое предупреждение. Лучше тебе иметь 9 жизней, если я застану тебя читающим мой дневник. Эй, что ты делаешь? Ты читаешь мой дневник? О, нет! А внутри у нас записи на английском и французском. В конце анкеты нету. Кстати, в ее дневнике записана история о том, как они с Клодин лазили по заброшенному торговому центру, наткнулись на жуткий магазинчик с старыми игрушками, и о том, как они вместе с Спектрой выполняют что-то вроде домашнего задания наблюдения за монстрами. Торалей – дочка кошки-оборотня. Ее стиль – настоящий уличный шик. У нее есть серебристые сережки в кошачьих ушках, 2 из них в виде шипика, 1 в виде колечка. Правое ушко у нее покусано, возможно, это след от кошачьей битвы. У Торалей выразительные зеленые кошачьи глаза, на глазах смоки айс и зелено-розовые тени, на щечках тигровые полоски, пухлые губки, темно-пурпурная помада. У Торалей красивый кошачий носик. Ее уникальность – это особенный кошачий окрас. Правая часть ее мордочки чуть темнее, чем левая. Красные перчатки, на правой серебристые шипики. На шее у Торалей оранжевый шарфик, туника-безрукавка с фирменным принтом и дерзким порезом, черная кожаная куртка с красной блестящей оборкой и пластиковым рокерским воротником с шипами. Сзади на нем есть декоративный принт паутинки и черепков. Шарниры в локтях у репродукции толще, из-за этого у нее новое тело 2024 года. Черные лосины с красной сеткой изнутри, батальоны с шипами и ремешками. Образ дополняет золотой пояс с серебристой пряжкой. У Торы есть мини-сумочка с брелочками в виде 2 перьев. Сзади есть небольшой кармашек. Ее верный питомец – рыжий саблезубый тигренок по кличке Сладкие Клыки. Я давно мечтал заполучить этого питомца из-за оригинального черного шарфика. А еще отличие в том, что на подбородке нету полосок. Очень милая деталь – это промолдированные подушечки на лапках питомца. Традиционно кукле прилагается подставка и расческа. Хотя зачем она ей вообще? Теперь сравним репродукцию с оригинальной базовой Торалей. Прическа стала более свежей и аккуратной. Волосы решили сделать длиннее и закрутить на концах. Тигровый принт на волосах – это главная фишка Торалей. И у репродукции мы можем наблюдать, как же красиво смотрится свежее трафаретное окрашивание. Туника чуть длиннее. Материалы немного отличаются. Если раньше использовали плотную резину, то теперь она стала мягче, возможно, из-за свежего производства. Да, я подсмотрел, ребята, у нее молд 2011 года. Хоть и кому-то кажется, что ее ушки чуть больше, я склоняюсь к тому, что использовали старый молд. Хвостик у нее сгибается, потому что внутри есть проволока, и он очень хорошо держится на теле куклы. А вы помните, что у Торалей на теле есть тигровые полоски, потому что ее фамилия Stripes означает полоски. Тора уже готова к отдыху в Доминикане. В целом, друзья, эта репродукция Торалей меня очень порадовала. Она ничем не уступает оригиналу, а даже в чем-то его превосходит. И если вы так же, как и я, мечтали о своей Торалей базовой, то этот выпуск точно для вас. И обязательно посмотрите по подсказке ностальгичный сборник обзоров на веркошек от маленького Биги из 2013 года. Напоминаю, что в моей коллекции еще есть репродукция базовой Лагуны Блю. Так что если вы хотите обзор сравнения с первой базовой Лагуной, то проявите актив и поддержите этот обзор лайком и позитивным комментарием. Это еще не конец. Любите монстряшных котиков, будьте собой, будьте уникальными. С вами был Бига. Всем пока-пока. Мяу.